Привет, друзья! Сегодня у нас знаменитая задача про муху фон Неймана. Вот когда знаменитому математику фон Нейману предложили подобную задачу, он решал ее секунд 15-20 и решил совершенно неожиданно, не так, как думал тот, кто ему предлагал. Итак, в чем задача? Из пунктов А и Б одновременно навстречу друг другу со скоростями 20 км в час выехали два поезда. Расстояние между пунктами 240 километров. Одновременно с поездом номер один, который слева, вылетела муха со скоростью 50 километров в час и начала летать между этими поездами. То есть она полетела навстречу к второму поезду, встретилась с ним, мгновенно развернулась, полетела навстречу к первому поезду, мгновенно развернулась и так далее до самого конца, пока поезда не встретились. И спрашивается, сколько километров налетала при этом муха. То есть нужно найти путь мухи. Одна проблема. У нас дует попутный ветер 10 километров в час. Попутный с движением мухи. Попробуйте решить эту задачку, а мы начинаем. Будет точно интересно. Итак, ну, давайте пару слов скажем про фон Неймана. Он, вообще говоря, венгерского происхождения. По-моему, Януш его звали, как и Баяи. Вот фон приставка, потому что отцу дали там дворянство. Ну вот, когда перебрался в США, он стал называть себя Джон. Но был гениальный, просто гениальный математик в самых разных областях. И математик, и физик, и так далее. Известен квантовой механике своими работами. Архитектура компьютера современного, так и называется, архитектура фон Неймана. Алгебра фон Неймана, есть там операторы какие-то. И участвовал, конечно, в Манхэттенском проекте, когда американцы делали свою атомную бомбу. Ну, вот так. Задачу ему предложил его товарищ, тоже математик, и задача была такая, практически, но без ветра, не было ветра. И предполагалось, что решать ее нужно так. Вместо того, чтобы считать эти бесконечное число путей от поезда до поезда, которое пролетела муха, нужно посчитать, сколько времени вообще она находилась в пути. А сколько она находилась в пути? Скорость ее известна, ветра нет, скорость постоянно. Она находилась в пути ровно столько, пока ехали поезда. А ехали они до встречи 6 часов. Посмотрите, скорость сближения поездов 20 плюс 20, 40 километров в час. Ну вот они с такой скоростью сближались, покрывали за час 40 километров. А у нас всего 240 километров. 240 делим на 40, получается 6 часов. За 6 часов они как раз и покроют все расстояние, встретятся, движение прекратится. Но муха за 6 часов налетает 50 умножить на 6, 300 километров. 300 километров. Вот и предполагалось, что нужно считать не участки пути, а сразу найти время движения мухи. Но когда фон Неймана спросил решающий, вы знали фокус со временем? Он спросил удивленно, какой фокус? Я просто посчитал сумму членов бесконечной геометрической прогрессии. Вот такой был гений. А мы давайте изложим наше решение с учетом ветра. Будет интересно. Ну, вообще говоря, непонятно. Если муха движется по ветру, тогда ее скорость будет 50 плюс 10 – 60 километров в час. А если против ветра, затем в обратную сторону, 50 минус 10 – 40. Вроде бы все должно уравновеситься, и мы должны тоже получить 300 километров. Вас должно сейчас любопытство разбирать, все-таки 300 мы получим или не 300. Есть тут какой-то эффект, парадокс ветра или нет? Скажу сразу, он есть. Итак, внимание, как мы будем считать? Нам известно время. Время мухи в полете нам известно, это 6 часов, она летела 6 часов. Нужно найти скорость, но по ходу движения скорость 1, 60, против хода 40. И какую же скорость брать? Оказывается, нужно брать среднюю скорость. В средняя. А как считается В средняя? Ну, некоторые считают как средняя арифметическая скоростей по ветру и против.
по ветру скорость будет 60 километров в час, против ветра будет 40 километров в час. И вот типа среднюю арифметическую нужно взять, она останется 50. Но это не так, это неверно. То есть V средняя, есть много роликов на эту тему, не равна V1 плюс V2 пополам. Если на одном участке V1, на втором участке V2, то средняя как бы на всем пути, состоящем из двух участков, не будет средняя арифметическая. И даже не будет средняя гармоническая, потому что движутся поезда. В среднем мы будем считать как S общее, то есть общее пройденное расстояние на T общее, на общее затраченное время. Вот так. Но есть еще одна хитрость. Мы не будем считать все общее расстояние, все общее время на всем протяжении ее движения, а будем считать на одном цикле туда-обратно. Ведь она летает циклами к поезду 2, потом к поезду 1, потом снова к поезду 2, к поезду 1. Вот будем считать циклами на одном цикле, на одном зигзаге. На одном зигзаге. Зигзаге. А все эти зигзаги будут подобны друг другу, потому что соотношение пройденных путей туда-обратно и затраченных времен туда-обратно будут одни и те же. Поэтому средняя скорость будет одна и та же. Вот посмотрите. То есть она пролетела туда, встретила второй поезд и назад. Но первый сколько-то прошел. Все. Вот первый цикл мухи. Видели? Затем пошел второй цикл мухи. Туда, обратно. Он поменьше, но он копия того. Фрактал. А потом туда. И так далее. Поэтому мы найдем V среднее, оно на каждом участке будет одинаковым. И тогда на всем протяжении пути это будет то же самое V среднее. Понятно? Убедил? Ну, давайте буду использовать вот этот рисунок и посчитаю вот на первом зигзаге среднюю скорость. Итак, внимание. Следите за руками. Что нужно делать? Может, я возьму тонкий. Давайте возьму тонкий. Ну вот, стартанула муха со скоростью 50 плюс 10, 60 километров в час. И она полетела навстречу поезду номер 2. И вот где-то она встретилась с поездом номер 2, который за время, пока летит муха, пройдет какое-то расстояние. Это мы потом учтем. Вот так. Вот она прилетела, и вот ее новое положение, М1. Но за это время, пока она летела, поезд номер 1 тоже пройдет такое же расстояние, как и поезд номер 2. Скорости же одинаковые, правильно? И затем муха полетит навстречу поезду номер 1, верно? Но он тоже пойдет навстречу этой мухе. И вот где-то здесь они и встретятся. И вот нам нужно найти S1 мухи, вот, и T1 мухи. Вот. То есть на первом участке сколько прилетела муха, на первом участке и сколько она потратила времени. И Т2 мухи, и С2 мухи на втором участке. И Т2 мухи. Вот так. Вот. И общий путь будет С1 плюс С2. А общее время Т1 плюс Т2. Согласны? И мы разделим S общее на Т общее и получим V среднее. Вот такой гениальный план. Ну что, поехали. Я буду набирать своим почерком, который у меня есть, а в конце я уже набрал почерком Word. Вы можете сделать стоп и почитать, как я там все это считал. Так, поехали. Первое действие. Первое действие фактически прошло. Посмотрите, вот оно. Первое действие прошло. Мы узнали, сколько часов муха находилась в пути. Действие номер 2. Итак, внимание. Скорость мухи по ветру. Значит, 50 плюс 10 равно 60. Размерность не буду писать. Это скорость по ветру. Скорость по ветру. Ветру мухи. А теперь скорость сближения со вторым поездом. У второго поезда 20 километров в час. У нее теперь 60, 60 и 20. 60 и 20, 80. 80.
км в час, скорость сближения. Между ними расстояние 240. Это время сближения. 240 на 80, 3 часа. 80 равно 3 часа. Напишу в скобках уже. Ч. Вот скобку поставлю. Время сближения. Это время мухи. Сколько она летела? Это Т1. То есть Т1 мухи равно 3 часам. Вопрос, сколько она пролетит за 3 часа? А с какой скоростью летела? 50 плюс 9, 60. Значит, С1 мухи это 60 умноженное на 3, 180 км. За 3 часа 180 км. Ну, неплохо, да? С1 180. Размер не буду писать. Т1 3. Все. Теперь в обратную сторону. Но при этом нужно посчитать, насколько сдвинулись эти поезда. Ну, за 3 часа. Они же 3 часа ехали. То есть муха летела до встречи с поездом номер 2. За 3 часа они сдвинутся на сколько? 3 у 20, 60, да? И 3 у 20, 60. Значит, поезда сблизились на 60 плюс 60, 120. 120 км. Это сближение поездов. Номера 1 и номера 2. А какое теперь расстояние станет между ними? 240 минус 120, 120 км. Новое расстояние. Новое расстояние. Все. Третье действие. Третье пишу зеленым. Вот здесь. Третье. Теперь на втором участке пути. Расстояние между ними сколько я сказал? 120. Правильно? 120. Вот. Теперь муха вылетает навстречу поезду номер 1. Вот. Какова ее скорость против ветра? Ну, 50 минус 10, 40. Так и пишем. 50 минус 10, 40. Скорость против ветра мухи. Ну, это относительно Земли. Путевая скорость. Хорошо. Дальше. Скорость сближения. Первый поезд 20, муха 40. Получается 40 плюс 20. 40 плюс 20, 60. 60 – это скорость сближения. Сближение с номером 1. Расстояние 120. Это время сближения. 120 на 62 часа. 2 тоже напишу. Часа. Это время сближения. Время сближения с номер 1. И это время, которое муха потратит на путь С2. То есть это второе время на втором участке пути. Т2. Мухи. М. 2 часа. 2 часа. А теперь С2. Мухи. С какой скоростью летела? 50 минус 10, 40. Сколько летела? 2 часа. Ну, нормально. 40 умножить на 2. 80 км. 8 км. Это С2 мухи. С2 80. 80. А время 2 часа. 2 часа. Нормально? Нормально. Мы все нашли. Считаем, ребята, среднюю скорость. Вот. Средняя скорость будет С1 плюс С2. С1 плюс С2. Где С1? 180. Где С2? 80. Ну, так можно написать, что это 180 плюс 80. 180 плюс 80. А время, которое потратили? Значит, Т1 – 3. Т2 – 2 часа. 3 плюс 2. 260 на 5 или 520 на 10. 52 километра в час. Видели? Эффект какой? Оказывается, средняя скорость не 50, а 52 километра в час. Вот, В средняя 52 километра в час. На одном зигзаге. На каждом зигзаге тоже 52. Тут 52, тут 52, тут 52. Вся средняя скорость 52 на всем пути. На всем пути В средняя 52. Вот магия какая математики. И четвертое действие. Четвертое действие – это путь мухи.
Четвертое действие, самое простое. Какая средняя скорость? 52 километра в час. Сколько она в пути находилась? 6 часов. С, мухи, искомый, мухи. Мухи. О, нужно скорость 52 умножить на время. 6 часов. Что мы получаем, ребята? Мы получаем 312 километров. Ответ 312 километров. И никаких гвоздей. Она налетает 312 километров. Ну все, начинайте спорить со мной, а я дам вам домашнее задание. Домашнее задание будет такое. Посчитайте, сколько налетает муха, если скорость туда будет не 20, вот первого поезда, а 10. Хорошо? А 10. О. А скорость второго будет 30. 30 км в час. Вот это будет домашнее задание. Сколько налетает мух. А я, как и обещал, печатный вариант вам кину, если мой почерк вас не сильно устроил. Ну вот. Вот так. Тут видно, я думаю, будет. О, ну я, конечно, сдвину, чтобы было видно. О, время встречи. Нет, задвину вообще на это все рекламы. Вот так. Ну, не знаю даже. Все нормально. Время встречи 240 на 40, 6 часов. Дальше все понятно. Я прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.